том, чтобы двигаться дальше. Я думаю, что это творческая история, которой нужно отдаваться постоянно. Ты либо насыщаешься фидбэком, откуда ты берешь силу? Сейчас, если честно, не знаю, потому что ничего ни с каких сторон нет абсолютно. Но я зачем-то продолжаю танцевать каждый день, и все равно учу новое, записываю, пытаюсь сделать то, чего не делала раньше. И, наверное, ну вот сейчас я снова, как-то сказать, к истокам возвращаюсь, к тому, что меня вдохновляло. Как ощущение тебе? Ну, у меня есть некоторые воспоминания, о которых я уже немножко позабыл, и по кайфу возвращаться в эти сцены. Это был наш самый первый зал, и мы видим те же самые граффити. На самом деле мы видим даже ту же самую табличку на входе, которая была ранее. И мужская раздевалка осталась на месте, это большой кайф. И цвета студии остались в том же оттенке, в котором мы были. Ссора — это самое постоянное, что с нами происходило. Можно сказать, милые бронятся. Мы бронились очень жестко, мы кричали, мы уходили с репетиций посреди репетиций, мы долго в чате друг друга поливали грязью, если можно сказать. Но наступала следующая репетиция, мы понимали, что это общее дело, ради которого нужно работать, и часть этого труда было просто прийти, собраться в кулак и забыть, что было на предыдущих репетициях, о всех проблемах и попытаться продолжить его. Для каждого из нас Fabrice Erotica это была такая очень большая значимая часть жизни и очень во многом помогла, очень многое дала нам всем. Каждому по-своему, но для каждого из нас. На данный момент я имею все то, что как бы делает меня мной, можно так сказать. То есть моя работа в кей-поп-индустрии, видеопроекты, проекты танцевальные, моя работа как хореограф в кей-поп-студии. Если бы не было когда-то в моей жизни Fabrice Erotica, то это бы не привело все сейчас сюда. Поэтому для меня Fabrice Erotica дала практически все, что я имею на данный момент. Ну, конечно, не без моих стараний. Как тебе ваша тренировка? Сегодняшняя тренировка? Ну, классно было увидеть ребят, потому что мы давно не виделись. Вот там уже, наверное, год. Ну, они просто встречаются периодически, но я, поскольку маленький ребенок, у меня не получается с ними встретиться, сконтачиться. Вот, а так, да, зарядился вот этим драйвом, которого не хватает, потому что вот эта вся рутина работы, там, еще этот коронавирус, который достал уже всех. Ну, классно на самом деле. У тебя сын растет? Да, у меня сейчас растет маленький сын, подрастает. Как ты реагируешь, если он захочет этим заниматься? Ну, я его только поддержу, потому что я не вижу в этом ничего такого предрассудительного и ничего противоречивого. То есть я не буду запрещать, буду только максимально помогать ему. Вообще, когда я полетел в Корею, особо сначала никто не поверил, то, что мы выиграли вообще путешествие в Корею. Вот. Потом, да, до матери до моей наконец дошло. Вот, она очень сильно обрадовалась, пожелала мне удачи. И потом, когда мы там еще выиграли и заняли первое место, да, для нее это послужило неким... Но она поняла, что да, я все-таки способен добиваться того, чего я хочу, и добиваться тех целей, которые я себе ставлю. На самом деле родители очень поддерживали нас прям каждый фестиваль, особенно поначалу, помогали шить костюмы, помогали разбирать это по пикселям, что там, как, где, у кого, какая клепочка висит, помогали, поддерживали, приходили на фестивали. Коверденс? Так нельзя спрашивать. Что такое коверденс? Это место, где я могу быть самой собой. Это все было просто чудом каким-то. Коверденс дал мне профессию. Благодаря комьюнити я приобретаю уверенность в себе. Я думаю, ради этого чувства все этим и занимаются. Оглядываясь назад, я чувствую, что я ничего бы не поменяла.
Как бы не было тяжело, стараюсь не плакать. Я скрываю слезы. Как бы не было тяжело, я обязательно выживу. Давай, говори. Это смешно, скажи. Скажи, это смешно. Я бы хотела сказать своей команде, что очень люблю их. И это, кстати, была первая команда, единственная, в которой я очень хотела танцевать, но изначально в нее не попала. Но мечты сбываются. Если бы меня попросили охарактеризовать команду New Nation в 3 словах, это было бы... Мама Вера, что мы скажем про нее? Я сама не ответила на этот вопрос. Меня всегда поражало в каверденсерах то, насколько это многоградные люди. Это люди, которые сами танец разобрали, друг друга научили, еще шили костюм. Они там сходили, выступили, записались, вон денег на это отложили, просто кэш там на эти съемки, там оборудование. И это такой огромный объем работы, который многими людьми вообще не осознается. А на самом деле, когда ты в инсайде, ты понимаешь, что ну, это такая работенка, прям почти как full-time job твой, потому что это и затратно и по времени, и по деньгам, и вообще по силам, по эмоциям. Для меня каверденс — это, это нечто большее, чем танцы. Это упорная работа, офигенный результат и крутое времяпровождение. Для меня это хобби. Это тоже ответ. Давайте про мост поговорим. Это очень важная связка, потому что для вас это тоже много значило, вы проводили там, в принципе, по команду много времени. Мы были бедными Школьниками. прям школьниками, студентами даже. Вот, нам, конечно, денег не было, чтобы зал арендовать, как сейчас у многих. Вот, нам приходилось репетировать, есть такое местечко, называется «Мост», находится рядом с Софимолом. Вот, там собирались не только мы, но и другие команды, потому что мы не такие бедные. Для меня это были странные азиатские дети. Они были малыши. Во-вторых, это был дебют. В-третьих, они никогда не участвовали ни в чем подобном, вообще в принципе, да, то есть в таком составе выступать на сцене с подобным чем-то. И они не были знакомы данной публике именно кей-поперской. И еще один момент, который, возможно, отличал NG от других команд, когда каверденс зарождался, и на фестивалях всегда старались сделать максимально похожий косплей на оригинал, всегда. И это была одна из тех первых команд, которая забила на косплей. И были сами собой. И это на самом деле в некотором смысле очень хорошо и отличало NG от других команд. Мы чувствовали какую-то максимальную принадлежность друг к другу и максимальное органичное повествование именно от себя. Каверденс для нас начинался с чувств, с того, что мы видели, с того, что мы хотели. Это была всегда энергетика какая-то дикая. Да, не всегда синхронно, но типа это синхрон можно отработать, и у всех был синхрон. А вот этого ни у кого не было. Мне кажется, мы научились тому, что можно проще относиться к тому, как ты танцуешь именно там идеально ровно вот это вот все, и больше уделять внимание именно эмоциям своим, не только эмоциям, которые ты пытаешься изобразить, но и тому, что ты чувствуешь во время выступления. У нас вначале было интро, и мы с микрофонами выступали, и Ми вначале орала в микрофон, хотя звука не было. Давай! Я! Это вопрос, что вы были, Ближе? И то, что вашим лидером была Ми, как вы себя ощущали внутри команды? Мел? Ну, вообще, типа, хотелось, как и всем пацанам, повеселиться, но меня держало нас очень крепко. И не дает, да, яйца. Потому что было за что схватить, я бы сказал. Прям вот так. Да. Переломный момент для NG Crew, мне кажется, был 2017 год. Это тот год, когда мы последний раз выступили как NG Crew на
фестивале это. На самом деле, этот момент мы не переосилили. Все. Если вы зададите вопрос всем тем людям, которые пришли сюда, что для вас самое важное, то они ответят — команда. Команда — это тот стимул, ради которого ты работаешь, ради которого ты хочешь делиться. И счастье нужно с кем-то разделять. Каверденс для меня, в 2 словах, это люди и я. Вот так. Люди и я. Все мои увлечения, они крутятся вокруг того, что они нетипичные для нашей страны, нашего населения, нашего общества. И, конечно, я очень не столько переживал, сколько, наверное, думал о том, нужно ли мне типа протоптанной дорожки или делать что-то, что хочется в первую очередь мне. Очень важно для меня эмоционально было, наверное, последнее выступление, когда мы ставили мужскую хореографию. Это была моя первая мужская хореография. Мне было страшно из-за того, что я не смогу просто выложиться, как мне хотелось. Но человек, от которого я хотел услышать, что все было хорошо, я услышал. Она сказала, что она гордится мной, и мне этого достаточно. И это вот та вещь со стороны мнения общественности, близких людей, которая меня тоже подпитывает очень сильно. Когда говорят, что то, что ты делал, было не зря. Это была весна 2016 года. В начале весны мы завершили наш общий проект, и в конце весны меня приняли в команду. Мы стали побеждать чаще, чем до этого. Это очень изменило нашу команду. Мы стали более требовательными к себе, потому что чем больше мы получаем от людей, я думаю, что тем больше ждут от нас люди, зрители. И поэтому мы должны работать еще больше, мы стали еще строже к себе. То самое мы, это одно из просто вот основных, одна из основных сфер моей жизни. И, соответственно, я уже не представляю себя без команды вообще никак. То есть вот я и Райза, и как бы что там дальше? Семья, работа, все такое, но это все на одном уровне. Благодаря комьюнити каверденса я приобрела опыт взаимодействия с другими людьми. Для этой команды каверденс значит очень многое. Для кого-то это стало неотъемлемой частью жизни, и кому-то каверденс дал действительно большой толчок в своем развитии и как танцора, и как личности, и как профессионала своего дела. Дотанцую до 30 и уйду на пенсию. Нет, я буду танцевать, пока мне хочется, но при этом даже если я уйду из каверденса, я хочу, чтобы они продолжали быть большой частью моей жизни. Чем все мы люди. Но лично для меня было, что если я что-то скажу не так, сделаю не так, станцую не так, мне очень было страшно именно их реакцию получить. И до сих пор, наверное, у меня идет эта реакция, если где-то узнают, что я из Exist, что-то сделала не так, то это также пойдет на команду. И я не знаю, как это четко объяснить. Ответственность. Первые репетиции, возможно, было немножко страшно. Я была молчалива первое время? Да, первый год буквально. Но обычно с незнакомыми людьми я чаще молчу и наблюдаю, как они ведут себя в своей компании, и просто как наблюдатель. Потом уже, когда я чувствую себя в своей компании, я уже начинаю, у меня рот открывается, и все, да. И я уже, когда я чувствую себя своим человеком, я уже могу нести всякую чушь. Молодец, Коля. Разумеется, было, что и спорят. Но это уже стало намного позже, как бы вот последние несколько лет, наверное. Мы сейчас учимся, каждая друг у друга, каждая чему-то новому.
не было такого, что вот мы старше, мы здесь дольше, поэтому вы должны делать так, как мы вам говорим. У нас, в принципе, все вопросы решаются через общее голосование, скажем. Я помню, Диана как раз-таки сказала, мы рассматривали тебя позвать в один проект. И у меня просто что-то аж прям внутри кольнуло, в смысле рассматривали меня, о боже мой, что? Что в себе изменилось, когда ты пришла? Я впервые себе сломала ребра, чуть ли не сломала ногу. Нет дедовщины. Нет, знаешь, нет дедовщины. Да. Если бы 5 лет назад мне сказали, что вот мы с командой сейчас будем там, где мы есть, я думаю, это бы меня очень сильно смотивировало. Потому что, правда, результат того стоил. И сейчас, не знаю, я просто очень горжусь того, чего мы сейчас достигли и где мы сейчас находимся. Надеюсь, что дальше только больше. Забота, наверное. Каждый заботится друг о друге. Всегда кто-то купит другому покушать, если тот не ел. Например, Вова носит сумки, если нам тяжело. Вова такой. Ну, из команд, из каверденс команд, кто для вас пример? Кого вы ориентируетесь? Для меня примером всегда была Варя. Для меня тоже всегда примером был наш тренер. Смотря на нее, я максимально пытаюсь быть похожей. То есть такой же трудолюбивый, ответственный и любящий команду. Те юные ребята, чьи глаза пылали от восхищения самих айдолов на то, какие они красивые, какие они блистательные, какие они полноценные. Все эти качества, наверное, по истечению времени переходят к тем, с кем ты стоишь рядом. Ребятам, с которыми ты встретился, идя весь этот путь. Russian Cover Dance — это киборги, инопланетяне, которые просто вообще делают какие-то невероятные вещи, и это должно как-то поощриться, что ли, я не знаю, как это сказать, но, в общем, я верю, что это будет как-то вознаграждено за столько всего вложенного в это. Как-то начинаешь по-другому смотреть на мир, ты понимаешь, что будущее есть, и оно есть и у тебя, и у людей вокруг. И, допустим, сейчас довольно популярно мнение, да, что молодежь не хороша, не развивается. Вся молодежь, люди младше меня, с которыми я знакома или знакомилась на протяжении последних 15 лет, классные, один класснее другого. И не знаю, я очень рада, что я окружена такими людьми. На самом деле я ловила себя на мысли, то, что когда кто-то из наших кей-поперов там едет в Корею, ну там, допустим, на КДФ, я не знаю, это какое-то рациональное чувство, но я чувствую то, что я к этому тоже руку приложила. То есть я понимаю, что потели, страдали и так далее сами каверденсеры, но так как они, допустим, дебютировали на нашем проекте, они вот с каждым годом вместе на нашем проекте росли, с каждым годом показывали все более классный результат. И ты просто реально начинаешь чувствовать то, что ты каким-то макаром к этому причастна. То есть ты тоже приложила свой пальчик, пусть и минимально, но к тому, то, что сейчас вот на сцене такие шикарные ребята. Всегда были какие-то старшие друзья, которые тебе помогали. Ты был благодарен. Сейчас ты оказываешься этим старшим другом, и ты просто с радостью все это делаешь. Ты просто понимаешь, что настал тот этап, когда ты отдаешь. Тем, кто только начали, так много есть информации, которую я могу им сказать, но кое-что из этого они, конечно, должны открыть сами. Но я бы им сказала не воспринимать все слишком серьезно и всегда быть благодарным. А тем, с кем мы начинали все это, я скажу, наверное, огромное спасибо. Да.
Cover Dance — это как вселенная, где мы все в ней звезды. В прямом смысле этого слова. Это вселенная, которая дает возможность нам светить только ярче. И в этой вселенной кто-то, бывает, потухает, кто-то гаснет, кто-то, наоборот, светит только ярче. Но point в том и смысл в том, что мы все дополняем друг друга, и что это дает нам чувствовать себя полноценными. Давайте финальный вопрос, думаю, каверденс это? Cover Dance — это колдуй. Он всех нас изменил, по сути говоря, очень сильно.